Сегодня готовим очень вкусный куриный суп, который всегда получается густым, ароматным и таким вкусным, что в кастрюле сразу выстраивается очередь. Этот рецепт любят все, кто хоть раз попробовал. Простые продукты, минимум времени и усилий, а результат просто потрясающий. Особенно в прохладную погоду, когда хочется чего-то согревающего, вот именно тогда суп и спасает. Начнем, как обычно, с основы. В кастрюлю я наливаю воду. У меня кастрюля на 2 литра. Этого объема вполне хватает на семью, хотя, признаюсь, иногда мне хочется сварить двойную порцию, потому что на следующий день суп становится еще вкуснее. В воду кладу куриный окорочок. Можно взять любую часть курицы, которая вам нравится, но мне нравится именно окорочок, он дает хороший навар и вкус. Накрываю крышкой и ставлю кастрюлю на плиту. Как только суп закипит, снимаю пенку. Солим слегка, буквально половину чайной ложки соли, не больше, потому что в конце еще будем пробовать и доводить до вкуса. И пока варится курица, я готовлю зажарку. Это всегда интересный процесс. Тут можно поиграть со вкусом. Беру одну луковицу, нарезаю ее мелко, кидаю лук на сковородку с растительным маслом и обжариваю до золотистости. А вам знаком этот момент, когда по кухне начинает расходиться аромат жареного лука, сразу хочется есть. Пока лук жарится, беру морковь, натираю на крупной терке и добавляю к луку. Иногда добавляю чуть больше масла, потому что лук его быстро впитывает. Тут хочу поделиться секретом. Моя подруга делает такую зажарку не на масле, а на смальце. Получается еще более насыщенно. А вы пробовали так? Напишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Следующий ингредиент – баклажан. Один небольшой, нарезаю его крупным кубиком. Кожуру не снимаю, так он лучше держит форму. Но если вам нравится без кожуры, пожалуйста, срежьте. Тут дело вкуса. Отправляю баклажан в сковородку и тушу вместе с луком и морковью 3-5 минут. Теперь томатная паста. Беру 2 столовые ложки. Это база, которая дает супу красивый красный цвет и приятную кислинку. Обязательно выбирайте хорошую пасту, проверенную, потому что от нее зависит цвет и вкус всего блюда. Добавляю немного воды, грамм 150. Это помогает баклажану протушиться. Приправы. Я обожаю прованские травы. Этот аромат всегда напоминает лето. Если вы готовите летом, можно смело кидать свежую зелень. А вот осенью и зимой выручают именно сухие травы. И, конечно, чеснок, пара зубчиков, мелко нарезанный. Все это перемешиваю и буквально минутку тушу. Зажарка готова, аромат стоит потрясающий. Тем временем курица сварилась. Достаю ее, оставляю остывать. Потом мы снимем мясо с костей и вернем его в суп. А пока займемся картошкой. 1-2 небольшие картофелины нарезаю кубиком и отправляю в кастрюлю. Картошка варится до полуготовности, обычно это минут 15. Теперь добавляю в суп зажарку, и он сразу становится ярким, густым и ароматным. Есть у меня маленький секрет. Сегодня в холодильнике осталась половинка банки консервированной фасоли. И знаете что? Я люблю добавлять ее в такие супы. Фасоль дает густоту, питательность и необычный вкус. Попробуйте, не пожалеете. Курица остыла, перебираю мясо, нарезаю на кусочки и возвращаю в кастрюлю. Вот теперь суп становится по-настоящему мясным и сытным. Очень люблю добавлять острый красный перец. Для меня он куда интереснее, чем обычный молотый. Но тут, конечно, по вкусу. Если не любите острое, можете обойтись без него. И в самом конце зелень. У меня петрушка, но подойдет любая. Зеленый лук, укроп, кинза – все будет вкусно. Обязательно попробуйте суп на соль. Иногда добавляю щепотку сахара. Он отлично балансирует вкус, особенно если томатная паста кисловатая. Довожу суп до вкуса и выключаю. И вот поверьте, на следующий день этот суп становится еще вкуснее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Огромное спасибо за ваши лайки, за то, что делитесь моими рецептами с друзьями. И, конечно, за ваши комментарии. Я их всегда читаю, и они придают мне силы готовить для вас новые вкусные блюда. Попробуйте приготовить этот фирменный куриный суп. Уверена, он станет вашим любимым. Приятного аппетита!